I'll be back. Крылатая фраза из первого фильма, которая стала одной из главных киноцитат в истории, прозвучала не просто так. Он ушел, но обещал вернуться, и вернулся таки, по мнению многих, в самом успешном сиквеле за всю историю кино. Режиссерский талант Кэмерона, похоже, только креп с годами. Само собой, получив в свое распоряжение в десятки раз больше ресурсов и технологий, сумевшие значительно продвинуться за время, прошедшее со съемок первой части, Джеймс просто обязан был выдать такое зрелище, равного которому еще не было на свете. Так оно в конечном счете и вышло. Кэмерон с сценаристом Вишером приступили к мозговому штурму. Конечно, они могли просто повторить оригинал с еще большим размахом, но Кэмерон хотел пойти по пути чужих и сделать картину, развивающую идею первой части и уводящую их в неожиданном направлении. Однажды Кэмерон показал Вишеру бумагу, на которой было написано «Молодой Джон Коннор и прибывший из будущего Терминатор, который становится его другом». Из этой идеи и вырос фильм. Кэмерон решил сделать главным героем мальчика, который благодаря встрече с Терминатором обретает моральные принципы, осознает ценность человеческой жизни и дает Т-800 противоречащую всей его сути команду не убивать. Кэмерон видел основную идею сиквела не в том, что машины решают уничтожить человечество, а в том, что сами люди теряют человечность и становятся похожими на машины. К негодованию продюсеров Кэмерон отказался писать сценарий без согласия Линды Хэмилтон на участие в фильме. Он просто не видел историю без Сары Коннор и сцены, где она отбрасывает все человеческое и пытается стать Терминатором, чтобы убить Майлза Дайсона. К счастью, Хэмилтон согласилась вернуться к роли. Ее единственным условием было, чтобы Сара стала немного сумасшедшей. Кэмерон с радостью согласился упрятать героиню в психушку. Другим критически важным фактором стал Т-1000. Еще в начале 1980-х Кэмерон придумал робота, умеющего менять форму и принимать облик любого человека. Т-1000 должен был стать идеальным злодеем, намного превосходящим хорошего Терминатора. Но прежде чем вписывать Т-1000 в сюжет, Кэмерону нужно было знать наверняка, что его можно показать на экране. Джеймс обратился в компанию ILM, которая создала знаменитое водяное щупальце для бездны. Тогда мастерам по спецэффектам потребовалось 9 месяцев, чтобы сделать 75 секунд компьютерной графики. А сейчас Кэмерону нужен был полноценный персонаж. Специалисты убедили режиссера, что это возможно, показав тестовый кадр выходящего из пламени Т-1000. Лишь после этого Кэмерон и Вишер приступили к работе над сценарием. На бумаге это был уже почти тот самый Терминатор 2 «Судный день». Ключевым отличием между сценарием и фильмом оказалась расширенная сцена войны будущего. Она должна была выглядеть следующим образом. В грандиозной наземной битве сопротивление побеждает армию Скайнета и захватывает машину времени. Затем мы увидели бы, как Джон Коннор инструктирует Кайла Риза и отправляет его в прошлое, а после этого признается своим подчиненным, что Кайл его отец. Саперы собираются взорвать установку, но Коннор останавливает их, говоря, что сперва нужно кое-что сделать. Он спускается в хранилище Терминаторов и находит ряд с моделью Т-800, одна из ячеек которого пуста. Джон подходит к следующей и всматривается в хорошо знакомое нам лицо. Это тот самый Терминатор, которого он отправит на защиту самого себя в прошлое. К сожалению, продюсеры зарубили эту сцену, посчитав, что она слишком сложна в производстве. Но и без этих эпизодов «Судный день» стал на тот момент самым масштабным фильмом в истории. «Судный день» удивителен тем, что в нем непостижимо удачно сочетаются сцены с компьютерными и натуральными съемками. Многие до сих пор уверены в виртуальном происхождении многих сцен, хотя на самом деле мы имеем дело с мастерски созданными куклами. В Терминаторе 2 также полно манекенов, но выполнены они на гораздо более высоком уровне по сравнению с первым фильмом. Например, в присутствующей режиссерской версии эпизод с извлечением из головы Т-800 чипа с последующим перепрограммированием его на обучение. Робот спокойно сидит в кресле перед зеркалом, а Сара Коннор ковыряется у него в голове. Кадр построен таким образом, что мы видим действия как со спины настоящих героев, так и при помощи отражения в зеркале. Сцена очень натуралистичная. Заметно, как на переднем плане героиня смело ковыряется в голове Арни, отражение которого в зеркале при этом ведет себя как настоящий актер. Вся штука в том, что никакого зеркала нет, а отражение и есть настоящий Шварценеггер, сидящий лицом к манекену. Как же быть с Линдой Хэмилтон, сыгравшей главную героиню? Уж она-то реальная, что в одном случае, что в другом. На счастье съемочной группы у актрисы есть сестра-близнец Лесли. Именно она и повторяет движения Линды.
Надо ли говорить, что на отработку синхронных движений у двух леди ушла уйма времени? Помимо Лесли и Линды Хэмилтон, в судном не нашлось места еще парочки близнецов. Наверняка помните психушку и одного из ее охранников, пухлого мужчину, который любит выпить кофе. Принявший облик незадачливого толстяка Т-1000 шизофреническим выражением лица не плод спецэффектов, а родной брат актера. Вскоре здесь же мы видим очередной шикарный манекен, нанизанный на палец лезвия. Кстати, о куклах. Их во втором Терминаторе огромное количество, и все как живые, даже те, которые воплощают в себе жидкометаллическое зло в лице Т-1000. Вспоминаем эпизод погони в той же психлечебнице. Мать и дитя прячутся за створкой лифта, за ними вбегает Т-800, принимая в спину десятки пуль. Двери закрываются, но тут их же вскрывают своими клешнями Т-1000. Герой Арни не находит ничего лучшего, как пальнуть из винчестера подлецу в голову. Она тут же раздвигается и шевелит металлическими отростками. Похоже на компьютерную графику, а на самом деле силиконовый манекен с сервоприводами. Подобные куклы использовались при создании Т-1000 с простреленным лицом и в самом конце, когда Арни с помощью гранатомета делает из ртутного киборга верещащую массу прямо перед тем, как она падает в раскаленный металл. Кукольную версию киборга также можно увидеть в сцене с жидким азотом. Посиневшая фигурка с застывшим на лице удивлением была сделана из хрупкого материала, очень эффектно разбивающегося на мелкие осколки. Шварценеггеру тоже повезло с искусственными дублерами. Помимо упоминавшейся головы с чипом, впечатляющий манекен использовался в эпизоде с офисом Cyberdyne Systems, которые должны были уничтожить Сара Коннор и Т-800. Кукла появляется, когда в здание для наведения порядка врываются полицейские и забрасывают помещение баллонами с газом. Т-800 прет напролом на стражей порядка, а те шпигуют его свинцом. От робота летят ошметки, все в дыму, на месте правой половины лица поблескивает металл. В данном случае тоже мастерски применяется чередование съемок настоящего актера, у него взрываются спрятанные в куртке петарды, имитирующие попадание пуль, и полноразмерного манекена, которым управляли два человека. Один вел его по площадке, второй двигал головой. Даже для Сары Коннор пришлось делать манекены, причем ей достались самые отвратительные. Всех их сожгли в эпизоде, где мама Джона Коннора видит во сне ядерный взрыв. Одна кукла старается защитить будущего спасителя человечества от всепожирающего пламени, еще две сгорают возле решетки. Четвертый манекен разлетается на мелкие кусочки, обнажая скелет. На куклу налепили куски папье-маше, после чего сорвали их с помощью специальной воздушной пушки, фиксируя все с помощью замедленной съемки. Получилось очень натуралистично. Куклы куклами, а ходили на Терминатора 2 не в последнюю очередь из-за невероятных для того времени компьютерных спецэффектов. Эпизод с выходом жидкого Т-1000 из полыхающего грузовика и трансформацией робота в человека долгое время был образцом мастерства виртуальных художников, пока на экраны не вышла первая матрица. Многие ходили в кино только ради этой и нескольких других сцен с участием главного злодея. За то, что у зрителей в буквальном смысле отвисала челюсть, несет ответственность основанная Джорджем Лукасом студия спецэффектов Industrial Light and Magic. На создание нескольких минут компьютерной графики ушло почти $10 миллионов в пересчете на нынешний курс и тысячи человека-часов. Для съемки знаменитого эпизода с выходом из горящего автомобиля Роберту Патрику, сыгравшему Т-1000, пришлось голышом наматывать километры перед камерами, которые захватывали все его движения по специальной сетке, нанесенной на тело. Когда набралось достаточно количества материала, специалисты неделями накладывали на получившуюся виртуальную модель текстуры металла. На стыке разных текстур, покрывавших виртуальное тело актера, сначала проглядывались щели. Для их маскировки пришлось использовать специально написанную программу. Некоторые погрешности наспех исправляли в Photoshop. Работа была чрезвычайно трудоемкой, специалистам приходилось учитывать расположение камер во время съемки фильма, обстановку, тени, различные источники света и все остальное, что могло повлиять на внешний вид отраженной в металле окружающей среды. Ту же работу проделали в сцене с Т-1000, преследующим автомобиль. Втекающий в лифт и тягучий терминатор был создан благодаря ПО, которое ранее применялось в фильме «Бездна», снятым Джеймсом Кэмероном за 2 года до выхода «Судного дня». А вот раны от пуль на теле робота последнего поколения делали без компьютера.
Актер надевал специальный жилет с введенными на пружинах розочками из вспененной резины. Как только в Т-1000 должна была попасть пуля, ассистент удаленно активировал пружину. Дырка от выстрела раскрывалась. Зато затягивать все раны пришлось с помощью компьютерной анимации. Без нее также не обошлось во фрагменте с просачиванием терминатора через решетку в коридоре психбольницы. Помещение было снято как с решеткой, так и без нее. Во втором случае на месте решетки стоял играющий робот актера. Созданная на компьютере трехмерная модель киборга накладывалась на изображение Роберта Патрика и протекала сквозь прутья. Режиссер был готов пойти на все, чтобы впечатлить зрителя, даже если речь идет о совсем крохотном эпизоде, который запросто можно в буквальном смысле проморгать. Заключительная четверть фильма над кибердантистом баражирует вертолет. Т-1000 запрыгивает в него с мотоцикла, разбивает стекло и перетекает в кабину, после чего металлическое воплощение киборга в течение какой-то секунды произносит в адрес пилота фразу «Get out». Чтобы снять лицо Терминатора в момент произнесения двух коротеньких слов, лицо Роберта Патрика разрисовали в сетку, самому актеру приходилось по несколько раз повторять отдельные звуки, а весь процесс малейших изменений лицевых мышц фиксировали с помощью особого трехмерного сканера. Затем последовала кропотливая работа по склеиванию отдельных кадров и текстурированию. Пожалуй, самым легким во время работы над образом Т-1000 было воссоздание его текучести при оттаивании. Съемочная группа просто фенами согнала в лужу несколько ртутных клякс. Не меньше внимания, чем манекенам и компьютерным спецэффектам, уделяется в фильме каскадерским трюкам. Одна из самых впечатляющих сцен – эпизод погони Т-1000 на грузовике за удирающим на мопеде Джоном. Во время съемок пришлось разбить 3 фургона. Один вышел из строя сразу же после того, как вылетел за ограждение в канал, так что в погоне участвуют 2 другие машины. И еще одного автомобиля сносит крышу под аркой. Говорят, изначально ничего такого не планировалось, но когда Кэмерон узнал о слишком низком мосте, решил не мудрить и еще больше искорежить грузовик. Чтобы не отвлекать исполняющего роль Т-1000 актера, ему не доверили управление фурой. На самом деле Роберт Патрик за фальшивым рулем сидит справа, а на месте водителя прячется опытный каскадер, который и руководит всей махиной. Потом нужные кадры зеркально отразили, так что кажется, будто слева на месте водителя действительно находится киборг. Снова вспомним фрагмент с ядерным взрывом во сне Сары Коннор. То, что видит зритель, почти на 100% совпадает с реальными последствиями от детонации атомной бомбы. Во всяком случае, так утверждают специалисты. А ведь для этого команде Джеймса Кэмерона не пришлось искать страшное оружие. Кинематографисты применили опыт, полученный при съемках первого Терминатора. Из печенья и кукурузных хлопьев они построили миниатюрную версию города. Ударная волна создавалась с помощью мощных воздушных пушек, разносивших хрустящую еду на мелкие крошки. Сцену пришлось снимать в несколько дублей с разных ракурсов, так что на воссоздание макета ушел не 1 килограмм крекеров. Ну а дальше стандартный киношный набор вроде замедленной съемки, пиротехнических подвесок и дыма. Финал снимали на настоящем заводе, правда было там далеко не так жарко, как это выглядит в фильме. Разумеется, ни о каком настоящем расплавленном металле не могло идти и речи. Вместо него съемочная группа использовала подсвеченную жижу из масла и сиропа. Необходимая тягучесть субстанции сохранялась только при температуре около 5 градусов, так что в помещении было холодно. Иллюзию жары пришлось создавать пульверизаторами с водой, которые брызгали на лица актеров. В Терминаторе 2 Кэмерон собирался завершить историю, не оставляя никаких намеков на продолжение. Он снял концовку, действие которой разворачивалось в 2029 году, в альтернативном будущем, где войны не произошло и Джон Коннор стал сенатором. Для этой сцены Стэн Уинстон разработал грим пожилой Сары Коннор. Говорят, когда Кэмерон увидел Линду Хэмилтон в гриме, то подумал, что Уинстон привел на площадку свою бабушку, чем немало повеселил съемочную группу. Но этот финал не попал на экраны кинотеатров. Сейчас его можно увидеть в специальной расширенной версии фильма. Продюсеры решили оставить какую-то лазейку для сиквела. Кроме того, эпизод был не слишком хорошо принят на тест-просмотрах, так как выбивался из общей тональности картины. Голливуд сделал из триумфа картины свои выводы. «Судный день» открыл эру, когда студии начали ценить сиквелы больше оригинальных историй, а спецэффекты стали основой успеха. Но, несмотря на весь размах, главным в Терминаторе была не красивая картинка, а отличная история и интересные персонажи, которым хотелось сопереживать. Благодаря всему этому «Судный день» ценишь еще больше.
За четверть века мы видели массу красочных фильмов-калейдоскопов с кучей спецэффектов, но сколько из них действительно запало нам в душу? Большое человеческое спасибо Джеймсу Кэмерону за то, что он подарил нам одну из лучших фантастических киноисторий всех времен и народов. Будущее может быть и не предопределено, но свое место в нашем прошлом Терминатор занял давно и никому его не отдаст. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, тогда не поленитесь поставить лайк и написать свое мнение об увиденном. А также залетайте в мой плейлист о том, как снимают кино, в нем каждый для себя найдет что-то интересное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. До скорого!